Приветствую вас, зрители моего канала. Завод имени Лихачева занимался не только грузовиками, легковыми автомобилями, автобусами, но и пробовал свои силы в конструировании гоночных автомобилей. Одной из них и стал ЗИЛ-112С. Он разрабатывался в период с 1957 по 1965 года. Работы по созданию будущего автомобиля проходили под руководством двух специалистов-конструкторов по созданию автомобилей для кольцевых гонок – Сергея Глазунова и Василия Родионова. Так как гоночные автомобили должны быть легкими, решили сделать пространственную раму из стальных труб диаметром 50 мм, которые к тому же прошли термообработку. Оригинальный двухместный кузов стеклопластика напоминал кузов Феррари образца 1958 года и состоял из панелей, которые были соединены друг с другом при помощи склейки в монокок. Перед гонщиком установили невысокое стекло и жесткую панель приборов с набором циферблатов. Сзади установили дугу безопасности, которая в первоначальном варианте отсутствовала. Всю внутреннюю начинку гоночного автомобиля предписывалось использовать из узлов и агрегатов серийных автомобилей ЗИЛ. В первую очередь приоритет был у ЗИЛ-111. Компоновка вполне традиционная, спереди продольно расположенный мотор и задние ведущие колеса. Силовым агрегатом служил сначала ЗМЗ-13, потом установили 6-литровый V-образный карбюраторный двигатель ЗИЛ-111 мощностью 240 лошадиных сил. На второй версии установили 7-литровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил от ЗИЛа-114. Двигатель форсированный за счет повышения степени сжатия, изменения механизма газораспределения и установки двух четырехкамерных карбюраторов. Особенный интерес заслужит его конфигурация выпускной системы. Патрубки выпускных коллекторов головок двигателя шли отдельно от каждого цилиндра. Через отверстия в моторном отсеке выходили по обеим сторонам кузова наружу, а дальше по боковинам передних крыльев объединялись в единые выхлопные магистрали, ведущие к глушителям. Сцепление и механическую трехступенчатую коробку передач взяли от ЗИЛ-110 без изменений. Карданный вал и шарниры были серийными от ЗИЛ-111. Передняя подвеска независимая пружинная на двух поперечных рычагах от ГАЗ-21. От этого автомобиля и рулевое управление, оснащенное двумя карданными шарнирами. Задний мост представлял собой несущую балку, задняя подвеска оригинально независимая пружинная, Дедион, редуктор же был выполнен отдельно и укреплен на раме. Привод колес осуществлялся полуосями с двумя карданными шарнирами каждая. В этом автомобиле впервые применили в советском автомобильном спорте самоблокирующий дифференциал. Ходовая часть автомобиля представляла набор элементов от разных автомобилей. Штампованные диски с ободами от ГАЗ-21 «Победа» были легкосъемными и крепились ступицами центральными гайками Рудж-Витворд. За кабиной находилась запаска. Тормоза всех колес – барабаны с гидроприводом, раздельным для передних и задних колес. Но в 1962 году на второй экземпляр автомобиля установили уже на все колеса дисковые тормоза, а крепление колес поменяли на крепление с помощью 5 гаек и коробчатую форму воздухозаборника на капоте вместо полукруглого. Постройка первого экземпляра была закончена в 1961 году, и осенью того же года он впервые принял участие в гонках. В 1962 году ЗИЛ-112С даже участвовал на чемпионате страны в Эстонии, хоть и не очень удачно. Но уже в следующем 1963 году занял уже 3-е место в гонке на Минском кольце. А 1965 год стал для автомобиля поистине золотым в гонке на Неманском кольце. И все благодаря установке на автомобиль двигателя от ЗИЛа-114 «Чайка». Но конструктора на этом не остановились и решили установить рекорд скорости. Для этого ЗИЛу-112С сделали специальный стеклопластиковый кузов, но лишили оптики выступающих патрубков. А на кузов установили своеобразный плавник. На низ автомобиля установили алюминиевый поддон. Водительское кресло же закрыли специальным притекаемым фонарем. Но заезды на соленом озере Баскунчак не увенчались успехом из-за начавшихся дождей. Машину так и не удалось разогнать до рекордной скорости, а позже эту затею вообще посчитали затратной и дальнейшие заезды свернули. То же самое ожидало и дальнейшее будущее спортивной лаборатории. Ее во второй половине 1960-х годов закрыли, и все наработки и средства пошли на разработку правительственных лимузинов. Что же стало с 7 спортивными автомобилями, выпущенных за все время?
Но как ни печально, но дожило до наших дней только 2 автомобиля. В начале 1977 года эти 2 автомобиля были проданы Рижскому клубу антикварных автомобилей, но их судьба оказалась разной. Если первый автомобиль прошел реставрацию и находится в отличном состоянии и сейчас, то второй автомобиль пострадал серьезно в аварии и был продан коллекционеру в 1993 году из Западной Европы. Что стало с остальными гоночными экземплярами ЗИЛа 112S, неизвестно. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!